Друзья, всем привет! Сегодня у нас на заточке будет нож от Анатолия Ивановича Воронкова. Нож эксклюзивный, сделан в единственном экземпляре. Называется он «Казино». И, в принципе, само название говорит за себя. На обратной стороне ножа мы видим гравировку в стиле казино. Казино, судя по всему, американское. Играют игроки в карты. Ну и изображены также карточные масти. По самому ножу. Сталь у ножа 440 Си с твердостью порядка 59 единиц по роквилу. Длина клинка у нас 16 см, толщина по обуху 5 мм, на рукоять граб. Для заточки мы сегодня будем использовать точилку Кадет и камни Барайт серии CS-HD. Именно эти камни могут работать по всем сталям, они, можно сказать, что являются универсальными. И для начинающих заточников, ну, в принципе, не только начинающих, они идеально подойдут. Важная информация будет по обдирочным камням. Обдирочными камнями мы работаем больше всего. Вот яркий пример камня, в котором мы заточили уже множество ножей, и у него имеется уже выработка. Мы его не выравнивали специально, чтобы вам показать, что происходит с камнями. Естественно, камни можно выравнивать. Для выравнивания камней применяется порошок карбида кремния, и выравниваются они на стекле. То есть добавляется вода на сам порошок, наносится сетка карандашная, и камни выравниваются. Камни необходимо всегда держать ровными, если вы хотите иметь качественную заточку. Для обдирочных работ на нашем сайте продаются камни увеличенной толщины, которые прослужат вам дольше. В прошлом ролике мы уже показывали, как работать с такими камнями на точилке Blitz, ссылка будет в углу экрана. А компенсация толщины абразива на Кадете не сильно сложнее. Мы приподнимаем шарнирный узел на толщину этого камня. И при переходе на более узкий или на более толстый камень снова опускаем или приподнимаем шарнирный узел на толщину следующего камня. И так как у нас нож не требует грубой обдирки, 120 камень мы отложим в сторону. Нож сейчас у нас немножко подтупился. Ему необходимо придать остроту. И мы будем делать обычную рабочую заточку. Так как у нас камни из карбида кремния, они нуждаются в замачивании. Поэтому мы берем сейчас 220 камень, погружаем его в воду. И пока он не перестанет пузыриться, он будет лежать у нас там. Ну, примерно где-то 3-5 минут. Устанавливаем нож в точилку. Перед тем, как зажать в губки, мы его защитили малярным скотчем. Во избежание каких-то случайных царапин. Затягиваем до тех пор, пока у нас не будет надежно держаться. Одним зажимом мы за прямой участок зажали, ну и вторым поджимаем. Все, нож надежно зажат и не шатается. Точить будем в тот же самый угол заточки, то есть в угол, который у нас уже имеется. Будем использовать маркер, наносим его на подвод нашего ножа и визуально будем попадать в угол заточки. Камень у нас уже замочился, поэтому мы его устанавливаем в держатель абразива. И во время заточки камни у нас будут все одинаковой толщины. При желании, если вы в дальнейшем будете переходить, к примеру, на полировку, то можно будет воспользоваться компенсатором. Так как у нас камни одинаковой толщины, мы им пользоваться сегодня не будем. Ослабляем винт фиксации. Так, и видим, что у нас след от камня чуть ниже, соответственно, угол немножко изменим. Еще чуть-чуть. Еще немного. Все, мы попали в угол заточки. Фиксируем задним винтом, для того, чтобы у нас поворотный механизм не шатался во время заточки. Приступаем к обдирочным работам. Во время заточки не забывайте соблюдать абразивную гигиену. Лишний шлам с подвода ножа лучше убирать движением на себя. После того, как мы вышли на лузенец, можно уже перевернуть нож и проработать его с обратной стороны. Когда камень начинает подсыхать, добавьте на него воду. И приступаем к заточке. Так, сейчас будем переходить на следующий камень. Это у нас будет 400-й Барайт CS-HD. Но перед этим очищаем наш нож
Угол оставляем прежним, без изменения. И время заточки мы его уже не трогаем. Так, ну и, естественно, работать мы будем сразу по заусенцу. И поэтому мы перевернули нож заусенцем кверху. И начинаем уменьшать риску от предыдущего камня. Также следующий камень у нас будет 600, и мы его сразу уже кладем в воду для замачивания. Для того, чтобы не завалить кончик ножа, обязательно придерживаем его пальцем. Перейдем на 600 барайт CSHD. Установили 1000 барайт CSHD и будем финишировать наш нож. Перейдем к финишным движениям по снятию заусенца. На этом этапе нож нам придется часто переворачивать и без какого-либо давления по одному разу проходить с каждой стороны. Камнем работаем от себя. С заточкой закончили. Давайте проверим нож на остроту. Так, все прекрасно и чисто. По желанию можно уже будет довести, кому нужен блеск, на алмазной пасте. Ну а после заточки камня легко чистится в той же воде. Погружаем его в воду и щеткой любой, либо же просто руками его очищаем. Все прекрасно. Сейчас у ножа хорошая агрессивная рабочая заточка. Кому необходима полировка, уже можно будет перейти на алмазные пасты, чтобы достичь зеркального блеска. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.